С детства я люблю красочные мультики Диснея и всегда ждал с нетерпением их начала. Когда я подрос, то искал игры с такими же красками и интересным сюжетом. Скажу больше, я до сих пор нахожусь в поиске своего следующего красочного подобно Диснею приключения. Если вы еще не догадались, что это за игра, тогда представляю вашему вниманию игру Alan Together. Это красочная приключенческая игра. Разработчики классифицируют Alan Together как приключенческую игру типа «Укажи и щелкни», но я бы сказал, что она наполовину «Укажи и щелкни» и наполовину платформер. Игра начинается с того, что вы выбираете, с каким ребенком вы будете дружить. Это будет маленький мальчик или маленькая девочка. История Alan Together довольно проста, но в то же время красочная и немного эмоциональна. Выбрав, кем будет ваш персонаж, мальчиком или девочкой, вам показывается серия полароидных снимков, показывающих, насколько ваш главный герой и его собака Ришу любят друг друга. Но в один трагический день собака потерялась. С этой печальной сцены начинается наше первое общение с нашим безымянным ребенком, который плачет под деревом. Я полагаю, что эта печаль то, что вызвало нас в этот мир. В игре геймер становится неземной, синей рукой, которая подружится с маленьким ребенком после того, как он или она, в зависимости от выбора игрока в начале игры, потеряет своего довольно своеобразного пурпурного пса. С этого момента вы вдвоем отправляетесь в необыкновенное приключение, чтобы вернуть питомца. Ваша задача, как воображаемого друга, помочь ребенку найти свою собаку. Как их невидимый, всевидящий и контролирующий друг, вы ведете маленького ребенка своей призрачной рукой через ряд загадок, связанных с окружающей средой. Также вы можете захватывать определенные предметы и перемещать их, такие как бревна, магниты, тележки, и даже стреляете из рогатки, чтобы активировать переключатели и рычаги. Хотя вы на самом деле не можете контролировать ребенка, вы смотрите на него с высоты птичьего полета, но вы можете научить его много чего делать. Однако, что вы не сможете сделать, так это заставить его погибнуть. К сожалению, их нельзя заставить сражаться с другими детьми. В игре даже нет монстров, которые хотят истощить ваше тело, высосав всю кровь и превратив ваш обескровленный труп в абажур. Нет, это приключение для всей семьи, где никто не умирает и все собираются вместе для счастливого, хотя и предсказуемого конца. А Alan Together начинается достаточно просто, обучая игрока основам перемещения выбранного им ребенка и взаимодействия с объектами. Щелчок и прицеливание или щелчок и жест направления соответственно. Ребенок будет автоматически прыгать и подниматься при условии, что игрок делает выступы доступными на соответствующей высоте. Это простая история, которая проведет вас через игровые уровни. Хоть это не особо сложная игра, и вы закончите эту игру до обеда, игра все же доставит вам некоторые сложности. Основная часть игрового процесса представлена в форме головоломок, требующих легкого мышления. Если вы не получили лоботомию в детстве, это не должно быть проблемой. Но по мере прохождения игры геймером, головоломки становятся все более сложными и интересными. Когда вы не думаете о том, как перетащить бревно или магнит, чтобы решить головоломку, или не решаете, на какую платформу прыгнуть, чтобы переместить тележку по дорожке, вы должны искать предметы коллекционирования в форме игрушек, которые были оставлены детьми, которые были до вас. Интересно, что дети делали в пещере, кишащей летучими мышами, или в опасной машине для дробления машин. Наверное, им просто-напросто было скучно дома. В любом случае, обратите внимание на искрящую энергию, которую они испускают, и помогите вашему герою продолжить путь, чтобы добраться до предмета и собрать его. Также в конце каждого этапа вы возвращаете свой домик на дерево. Это ваша база операций как таковая. После каждого этапа вы возвращаетесь сюда и можете легко воспроизвести любой этап, который пожелаете, и сразу увидеть, нашли вы все сокровища или нет. Говоря о стадиях, есть 5 на первом наборе уровней лес, 4 на втором мины и 4 на последнем свалка. Каждый этап состоит из 2-3 сцен, которые в основном представляют собой загадки, связанные с окружающей средой, которые, как правило, усложняются по мере продвижения. Сам дизайн уровней действительно хорош, все продумано и представлено так, что не слишком сложно, но немного сложно и заставляет задуматься. Как я уже говорил, я большой поклонник красочных приключений. Игра Alan Together — это красочная, яркая и очень легкая на
на глаз. Я не скажу, что это самая лучшая игра, но она все равно выглядит великолепно, поскольку простая и понятна геймеру, помогает сохранить атмосферу доброты и дружбы. Это восхитительное приключение, которое заставит вас думать, подбадривать, смеяться и, возможно, даже плакать, пытаясь воссоединить этих двух потерянных друзей друг с другом.